Всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас Deo Lachetti. Да, ребят, это именно Deo Lachetti, не Chevrolet Lachetti. Машин в Украине немного. Вот она как-то у меня была на диагностике. Это было года 3 назад или 2. Была проблема с дроссельной заслонкой. Здесь механический электронный дроссель. Машина газ-бензин. Проблема состоит в следующем. То есть ее уже смотрели там, не знаю где. Машинка нагревается градусов до 50 и глохнет. Вот. И потом ее завести, пока она не остынет, невозможно. Обороты по сканеру она показывает. Вот это что я знаю про эту машину. Давайте мы заведем. Машина еле теплая. Послушаем, как она работает. Работает она отвратительно. Вот. И тогда мы снимем. Скрип, наверное, сразу CSS, подачку давления показывал. Мне что-то подсказывает, что проблема у нас с ГРМом. Вот. Что-то с компрессией под цилиндров, мне так кажется. Давайте сейчас заведем и посмотрим. Попробуем CSS поймать нашу проблему. Так, заводим автомобиль. Мы слышим не совсем ровную работу двигателя. Итак, ребят, сняли мы скрипт CSS. Начала как только протраивать. Включили запись. Мы видим, вот протрой был у нас. Как только включилась запись. Мышка. У нас 3-й, 4-й цилиндр. Вот выровнялись. Конечно, очень плохая работа. Отключился наш 3-й цилиндр, выпал с работы. Ребята, это невысокая наша. Давайте я чуть-чуть увеличу. Плавная прогазовка. Мы видим, все цилиндры подхватились и начали работать. Вот я плавно пытался прогазовывать, когда начиналось строение. И мы видим, что наш 3-й цилиндр не участвует в работе, эффективность его ниже, чем остальные, да? И 4-й цилиндр. То есть у нас уже не работает 2 цилиндра. И 2-й цилиндр, смотрите, он то работает, то не работает. И по мере прогревания происходит это очень быстро. Вот опять холостые. И опять я начал прогазовывать. Ребята, это не высокая. Высокая уже проверена. У нас 1-й цилиндр работает. 2-й цилиндр иногда прохватывает. Вот эти прохваты как высокая. Я сказал бы, что это наш компенсатор начинает сработать. Я прихожу к выводу, вижу, что тут у нас нет компрессии. Все хвосты наши не сходятся. Отсутствие компрессии. Смотрите, что с хвостами происходит. Смотрите, как ведут себя клапана. Я считаю, что наш 3-й, 4-й и 2-й цилиндр хромает компрессия. Мы видим. И что получается? Это наши компенсаторы. Так, резко с цилиндров пропадать компрессия, кроме компенсаторов, не может. Прогоревший клапан себя тоже так не ведет.
Он, если прогорел, то нет все время компрессии. Это именно поступает зазор. Это перекачанные компенсаторы, либо расклепанный компенсатор, так себя ведет. Зубчатый диск у нас наш хорошо, датчик коленвала, к нему вопросов нет. Так что нам сделать? Сейчас мы, наверное, возьмем, сделаем по бета-версии L-Power. Сейчас мы немножко еще машину прогреем, чтобы она стала жестче троить и перестала заводиться. И снимем скрипт L-Power и тем самым замерим компрессию. Какая компрессия у нас будет в цилиндрах. Я думаю, что компрессия в наших цилиндрах вот только в первом будет. Так, ребят, сняли мы L-Power. Это бета-версия. Так, первый канал. Это у нас плюс аккумулятора 12 вольт. Второй канал. Мы видим синхронизация. Третий канал. Мы видим, это наш датчик коленвала. Четвертый канал токовый клещ. И наш скрипт. Машина, так как не завелась, у нас в аккумуляторной батарее, в генераторе и в стартере наши показания отсутствуют. Ну, компрессию автомобиль померил. Вернее, скрипт померил на автомобиле. Вот смотрите. Так как мы синхронизировались, у нас цилиндр А, это и есть первый цилиндр. Ребят, если без синхронизации делается, то А цилиндр может быть как первый, как второй, третий, четвертый, любой цилиндр. То есть буква А это не обозначает, что это первый цилиндр. Если вы не синхронизировались. Если синхронизировались, порядок у нас указывается верно. Итак, обороты двигателя 220 мы видим. Хорошие обороты стартер выдает. Компрессия в первом цилиндре 100%. И мы видим недопустимую компрессию во втором цилиндре. Третий чуть повыше и четвертый еще ниже. Было количество измерений 6. Выбрал скрипт для этого. И мы увидели, что здесь ни о какой стабильной работы не может идти речь. Вот почему автомобиль у нас не заводится на горячую, потому что уходят зазоры на клапанах наши. И виноваты в этом, я думаю, гидрокомпенсаторы. Не думаю, я уверен, виноваты гидрокомпенсаторы. Отправляем к мотористам машинку. Мотористы будут дальше разбираться. Можно было, конечно, более подробнее снять DX, но в данном двигателе подключение все с четвертого цилиндра, и показания наши будут неверны. То есть у нас будет, если посередине ресивера мы могли взять, вот, то показания были адекватные. Когда сбоку берутся показания, я пробовал на многих машинах для себя DX с одной стороны, с другой стороны, из середины, и у нас показания менялись корни. То есть полностью рабочий двигатель, когда берешь со стороны, допустим, четвертого или первого цилиндра, то у нас показывают и отклонения в первый, четвертый цилиндр. На прокруте, конечно, этого не будет. Спасибо, конечно, Андрею Шульгину, его большой команде. Сделали такую они работу огромную. Это, хоть и это бета-версия, насколько она облегчает нашу работу диагностов. Очень интересный скрипт. Тут есть также
компрессия, вкладка. На этой вкладочке мы видим, как все 6 измерений происходили, какая компрессия была, набивалась. И вот по этой вкладочке мы тоже можем судить, что да, виноваты у нас компенсаторы, потому что по вот этим вот пробелам видно, конечно, большая разница. И в 10% разница у нас тут выходит. Вот она вкладочка у нас, да. 10% выходит у нас по цилиндру. Конечно, это, я думаю, что это наши компенсаторы. Интересный автомобиль и интересный случай. Сразу в трех цилиндрах. На этом заканчиваю. Всем спасибо. До встречи на моем канале.